Всем привет, меня зовут Нина Заславская, а сегодняшний выпуск откроет мастер-мужчина, который работает в моей студии Permanent Expert, и он поделится своими фишками в работе, будет делать процедуру перманентного макияжа губ, потому что это его любимая зона. Также Адлен является топ-мастером моей студии с опытом более 5 лет, проводит базовое обучение в студии. Кстати, вы можете посмотреть, у нас было интервью, и познакомиться с ним чуть поближе. Ну а мы начинаем. Всем привет! Меня зовут Адлен, я мастер студии Permanent Expert. Сегодня мы будем делать рефрешик губ для нашей прекрасной модели Наташи. Первым делом мы будем отрисовывать эскиз. Отрисовываю эскиз я просто гелевой ручкой. Гелевая ручка, я считаю, это лучший метод для отрисовки эскиза, потому что гелевая ручка, она всегда под рукой, ничего дополнительного для этого не нужно, ее достаточно тяжело стереть, ну и в общем это очень удобно. Я не люблю заморачиваться со всякими пастами, тем более уже вот этим классическим вариантом с карандашами. Губки, как мы видим, у нас уже есть, форма даже хорошо читается. Татуаж был сделан нашим мастером примерно 1,5 года назад. Поэтому сейчас мы просто обведем уже готовую форму, уточним ее, посмотрим, как она сидит. Если все хорошо, сразу приступим обновлять. Вот, когда я обрисовываю контура белой ручкой, я сразу стараюсь сделать линию пожирнее, так ее стереть еще сложнее. Линия должна быть заметной, чтобы прежде всего она была видна мастеру. Так, с нижней губкой пока закончили. Переместимся на верхнюю. Здесь очень важно обратить внимание на арку Купидона и найти 3 точечки. Эскиз я рисую лежа, потому что это просто-напросто удобнее, но проверяю я всегда сидя. То есть мы нашу модель обязательно посадим потом и все еще проверим, потому что симметрию можно оценить только когда модель сидит прямо перед тобой. Вот уголочки всегда можно вот так вот раскрыть. Напоминаю, что уголочки у нас всегда должны как бы соединяться, не уходить в углы, а закругляться вот таким образом. То есть если уголочек просто раскрыть, это сразу все хорошо видно. То, что у нас верхняя губа плавно переходит в нижнюю губку. Немножечко растушуем линию наружу. Так, уже сидя, мы доводим какие-то неровности, потому что после того, как мы сажаем клиента, мы сразу можем объективно оценить всю картину. И тут у нас начинают уже вылазить какие-то неточности, поэтому мы доводим эскиз до ума всегда сидя. Здесь я не собираюсь использовать второй цвет, поэтому я сразу красную гельку отложу, чтобы всегда видеть старый татуаж, который у нас присутствует. Если клиентку форма, конечно же, устраивает, и она довольна результатом. Если у нас имеется какой-то негативный опыт в татуаже, то, естественно, нужно перерисовывать форму, и это уже будет непосредственно не рефреш, это будет полноценное перекрытие с отрисовкой нового эскиза. Здесь я сейчас хочу для себя выделить арку Купидона, потому что она должна быть максимально четкой. И здесь права на ошибку у нас не будет. Для процедуры я сегодня буду использовать аппарат Must Magi или в простонародье просто маги. Вот в таком интересном сете. То есть здесь я буду еще использовать дополнительный блок от Must беспроводной, который, надеюсь, сделает мою процедуру комфортнее и интереснее. Таким устройством я буду пользоваться первый раз. По пигменту я буду использовать Hanafi 9. Я считаю, что не нужно бояться 9. 9, потому что это не самый темный оттенок в линейке губных цветов. Он просто появился позже всех, потому что сами Hanafi не любят делать цвета с использованием оксида титана, потому что это самый тяжелый металл. Но без этого оксида сложно вообще добиться каких-то очень сейчас популярных таких цветов, нюдовых оттенков, естественных, натуральных, на бежевой основе. Поэтому очень было много запросов на то, чтобы в компании запустили такой цвет. Его в итоге добавили, и поэтому он вышел под последним номером 9. Но это далеко не самый темный цвет, наоборот, один из таких светленьких, приятненьких, естественных, натуральных. Так как мы будем делать рефрешик, мы будем использовать его не очень плотно, поэтому я думаю, это замечательный вариант для того, чтобы сделать легкие естественные губки. Так, и сразу на наш эскизик мы начинаем
наносить штришочки. Хочу обратить наше внимание на то, что анестезию мы не проводили. Потому что, в принципе, если мы говорим о перманенте, подразумевается максимально поверхностное и неглубокое проникновение. То есть изначально вообще, когда появился перманент и пришел на смену уже общепринятому татуажу, или, как можно иными словами сказать, татуировке лица, мастера поняли, блин, перманент это еще и безболезненно, и перманент вообще на всех зонах делался без анестезии. Просто на сегодняшний день наш клиент стал настолько нежным, что анестезия снова вернулась к норме. Но хочу напомнить просто, что все процедуры можно проводить и без анестезии. Более того, скажу, я, конечно, не отношусь ни к тому, ни к другому, но на сегодняшний день имеется таких два клана мастеров, адепты которых считают, что без анестезии цвет накладывается лучше, работать комфортнее, и доля правды в этом есть. Потому что при использовании кремовой анестезии кожа все равно как бы немножечко увлажняется, распаривается и, соответственно, становится такой более мягкой, рыхлой. И, естественно, могут возникнуть такие легкие сложности с нанесением пигмента. То есть, если мы кожу не замораживаем, то она у нас остается стянутой, поэтому может также сложиться впечатление о том, что в таком случае краска наносится легче. Так что сегодня мы не преследуем какого-то глобального смысла показать вам то, что без анестезии работает лучше. Просто вот мы решили работать без анестезии, потому что почему нет? Вот мы сейчас работаем на арке Купидона. Это самое чувствительное место. Но так как наши штришки очень поверхностные, нам ничего не больно. Я сразу делаю плотненький прокрас таким достаточно коротким штрихом, не поднимая иглы из кожи. То есть я просто ввожу иголочку и начинаю вводить многократно вперед-назад для того, чтобы плотненько-плотненько хорошо прокрасить. Вот я сейчас примерно кусочек 1,5 сантиметра проработал, поэтому я использую просто влажную салфеточку, вот так вот на пальчик натягиваю и от контура просто внутрь стираю. Сразу можно увидеть то, что пигмент очень хорошо ложится. И уже достаточно заметный. Блин, ну вот то, что проводов нет у машинки, это реально удобно. Мне прям очень нравится. Я все еще хочу подкатиться к столику, там найти блок, что-то отключить, а оно оказывается вот здесь, у меня полная свобода рук, я прям кайфую. Здесь мы не будем сильно выделять контур, поэтому мы сразу работаем от прокраса, а не от контура. То есть просто к контуру я прокладываю немножечко плотнее штришочки и задерживаюсь на контуре подольше. Но не выделяюсь линией. Мы хотим получить такой более естественный эффект. Так, двигаемся к уголочку. В уголочке главное не переборщить с пигментом. Уголочек должен плавно растушевываться и сходить на нет. То есть в уголочках у нас никогда не должны получиться нечеткие контура, не должно быть слишком много цвета. Иначе появляется такой очень некрасивый эффект клоунского рта, который просто по всему контуру очень четко выделен. Вот в уголочках я обычно работаю достаточно хаотичными штришками. Я могу себе позволить здесь пройтись и барашками, спиральками различными, и сеточкой. Если все это делать без давления, то кожу мы таким образом не повредим. Тоже кусочек проработал. Сейчас я его проверю. Опять потянулся выключать блок. К этому надо еще попривыкать. Угу. И снова хорошо, очень легко ложится контур. Очень многие новички обманываются на процедуре губ и начинают с первых же слоев стремиться к тому, чтобы пигмент был прямо супер заметный. Они начинают переживать, если они не видят пигмент. Но губы — это такая процедура, на которой нужно набраться терпения мастеру, потому что пигмент здесь проявляется далеко не сразу.
То есть здесь такая, можно сказать, на коже заторможенная реакция по проявлению пигмента. В каких-то случаях нужно аж минут 15-20 для того, чтобы пигмент начал проявляться. То есть он как бы приподнимается на поверхность и становится видимым. Вот ко всему первый проход у нас он нацелен не на результат, а просто для того, чтобы повредить кожу и все-таки губки обезболить. Потому что я буду делать еще второй проход. Иногда даже я позволяю себе сделать третий проход, если недостаточно первых двух. То есть, там уже у нас такие максимально корректировочные проходики. То есть я там начинаю работать уже точечно, местами, просто доводя работу до ума. Чтобы не было эффекта подъеденной помады, я всегда немножечко губку подворачиваю наружу и внутрь косым штрихом растушевываюсь, как бы сводя пигмент на нет. Примерно такая же история, как в уголочках, только по всему периметру нашей губки. Сейчас еще от арки Купидона немножечко в сторону отойдем. И в очередной раз проверим, как ложится пигмент. Очень важно постоянно проверять, как укладывается пигмент. Многие мастера об этом забывают или просто не считают нужным. Но я считаю, что мастера обязаны это делать, потому что невозможно все время работать в одном и том же темпе. То есть очень сложно себя контролировать и держать в руках. Потому что с определенного момента любой мастер начинает торопиться, и можно просто где-то заглубиться. Или, например, поторопиться и не довнести пигмента. То есть, чем чаще вы стираете и смотрите укладочку, тем больше вы контролируете работу. Вы можете вовремя заметить какую-то ошибку и вовремя ее исправить. Не в самом конце уже что-то подправлять. Можно, грубо говоря, сказать, прямо на этапе создания своей же ошибки сразу ее подправить. И то есть у вас на всех этапах работа будет выглядеть хорошо. Я вообще выступаю всегда за то, чтобы работа была закончена, смотрелась законченной на любом из ее этапов. Хочу заметить, что я стираю всегда такими маленькими кусочками, чтобы в случае, если у меня пигмент где-то не проложился, я мог легко восстановить эскиз по оставшимся линиям. То есть прямо целиком и начисто я стираю только тогда, когда уже полностью уверен, что у меня слой готов окончательно, и то, что мой эскиз не потеряется, никуда не денется, то, что я все места пробил. Снова любимые уголочки. Прямо пошире растягиваем кожу и также достаточно хаотичными движениями прокрашиваем во все стороны. Вот на ближнем уголочке самое удобное движение — это веерочек. То есть как бы из уголочка можно и от, и на себя пустить такой веерочек во все стороны. Главное, чтобы они у вас не получились такие прямо из точки. Напоминаю, что уголочки должны быть максимально растушеванные и легкие. И этот веерочек просто вписываем во внутреннюю растушевку. Что ж, как мы видим, я уже почистил всю губку. Меня очень устраивает то, как у нас укладывается пигмент. Очень натурально, очень естественно. У нас будет еще один слой. То есть, а сейчас наша губка готова к тому, чтобы мы ее повторно обезболили уже сильно и наверняка. Обезболиваю я айс-гелем. Сейчас Наташа так все хорошо пощипит. Не знаю, почему глобально принято так работать, но я замечаю, что все мастера, в принципе, начинают работать с верхней губы и продолжают нижней. Я это делаю только из-за того, что работы на верхней губе на самом деле больше, чем с нижней, потому что там есть арка Купидона, там больше изгибов, больше линий, сложнее прокрашивать из-за этого всего. Нижняя губа, она такая просто прямая, длинная сосиска. С ней работа идет уже намного легче и быстрее. А я привык сначала решать тяжелые задачи, чтобы оставить себе напоследок что-то такое вкусненькое, сладенькое, простое и легкое.
На губах всегда нужно делать достаточно сильное натяжение для того, чтобы пигмент легко вносился. Если вы этого натяжения делать не будете, кожа будет просто прогибаться под вашей иглой, но никак не прокалываться. Соответственно, цвет вы вносить не будете. Поэтому на протяжении всей процедуры ваши свободные ручки не отдыхают, а растягивают кожу всеми правдами и неправдами. При этом, в отличие от остальных зон, здесь натяжение прямо должно быть очень сильным, потому что губы при желании можно растянуть. Мне кажется, даже и на метр можно. Также постоянно проверяем себя. Вот сейчас, наверное, очень хорошо видно, какими кусочками я постоянно проверяю свою работу. То есть, потому что если бы у меня здесь не уложился пигмент, я бы спокойно мог этот контур восстановить вот по этому кусочку, который у меня остался. Если бы я стирал целиком, то это было бы уже проблематично. Особенно если вы делаете первичную процедуру, скорее всего, вы очень много времени тратите на эскиз. Если вы делаете эскиз быстро, это я вам не советую делать. Эскиз должен быть всегда обдуманным, долгим, потому что эскиз — это 70% вашей работы. Ну вот серьезно. Это максимально шоковая информация для тех, кто только начинает и хочет поскорее научиться именно штриховать машинкой, работать с цветом, с пигментами. Но на самом деле 70% работы заключается в эскизе. В зависимости от того, как вы нарисуете эскиз, так пойдет и вся ваша работа. Если у вас будет красивый, качественный, четкий эскиз, то вам действительно останется доделать просто 30% работы. Потому что если у вас красивый эскиз, то вы, грубо говоря, сделали себе детскую разукрашку, и все, что вам остается, это качественно ее закрасить. Качество вашего прокраса придет с опытом. А вот отрисовывать эскиз действительно нужно уметь. Для этого действительно нужны художественные навыки, чувство симметрии, композиции. Это развивается очень тяжелым трудом, постоянными тренировками, постоянной практикой. Действительно, новичку может показаться, что цвета как будто и нет. Но вот если мы сейчас вернемся на верхнюю губку и посмотрим, то увидим то, что цвет очень классно проявляется. Его на самом деле более чем достаточно. То есть именно поэтому, если вы будете перебарщивать, а задачу вы себе ставили сделать натуральный эффект, вы его просто себе испортите. В нашем деле лучше не торопиться. Всегда лучше не доделать, чем переделать. Добавить слои, добавить яркости вы всегда успеете. Если мы говорим про брови, это может касаться ширины, длины. Но в первую очередь, конечно же, цвета. Добавить всегда можно успеть, а вот убавить в случае чего, опять-таки можно, конечно, но это неприятный и достаточно долгосрочный процесс. Ученицам говорю постоянно, то, что пока они работают над своей работой, они смотрят все время в одну и ту же точку. Они привыкают, у них взгляд замыливается, то есть они могут себя постоянно ловить на мысли о том, что делают что-то не так, то, что у них там пигмент не проявляется, вообще ничего не получается. То есть они сидят и сами себя загоняют постоянно. А проблема в том, что они просто элементарно не видят вот этих изменений, которые сами же вносят. Поэтому я рекомендую во время работы там постоянно отвлекаться. Как бы это странно ни звучало, не концентрироваться на работе, а периодически отвлекаться. Если есть окно в кабинете, замечательно, вообще надо посмотреть на что-то противоположное по цвету. Там в окно дерево зеленое растет, колышется, здорово, классно. Вот фокус поменялось, расстояние вдаль посмотрели, совершенно другой цвет, не красный, а зеленый. И все, глаза отдохнули, вернулись, посмотрели на свою работу, а там вау, цвета дофига, вообще все здорово, у нас все прекрасно двигается по плану. Поэтому, когда идет еще базовое обучение,
преимуществ базового обучения от индивидуального, они тоже присутствуют. Это то, что как раз есть много народу, и это на самом деле преимущество, потому что всегда можно подойти к своему потенциальному коллеге или конкуренту и оценить его работу. Это же тоже бесплатный пример, который рядом. То есть никто не будет ругаться за то, что ученицы общаются и подсматривают друг у друга. Но я не говорю, что индивидуальное обучение – это плохо. Нет, непосредственно там уже определенно свои плюсы. Плюсы колоссальные. Что там уже преподаватель концентрируется только лишь на вас одной, и вы получаете более качественное описание теории. С одной стороны, может показаться, что очень светло, но на самом деле более чем достаточно. Потому что здесь такой еще интересный момент. Вот эта вторичная анестезия, конкретно сегодня у нас айсгель, содержит еще и адреналин. От адреналина сосуды сужаются, и кожа белеет. То есть начинает отсутствовать свой родной пигмент губ. Поэтому все, что мы видим, это только татуаж. Сейчас мы начнем работать, кожа начнет раздражаться, можно так сказать, и восстанавливать цвет. То есть вот вторым проходом мы уже будем замечать такой явный контраст. Кожа стала подтянутой, пигмент на нее стал ложиться еще легче. Второй этап, казалось бы, все то же самое, но нет. То есть, так как у нас эффект легкий, можно считать то, что вот первым проходом мы прорабатывали всю поверхность губ. То есть сейчас мы будем в основном добавлять пигмент только вдоль контура. То есть, а в серединку и внутрь вообще уже практически заходить я не собираюсь. То есть, по сути, мы себе объем работы сокращаем. Ну а чтобы вы не теряли свое драгоценное время, сейчас я немножечко ускорю видео. Это рубрика «Лайфхаки». Я не знаю, на самом деле, насколько они рабочие, просто я так делаю. Когда у меня уже одна из губ закончена, я беру вазелин и прокладываю прямо вместе с красочкой вперемешку по всей губке. Как-то устроено в моей голове. Вазелин кожу успокаивает и постепенно проявляет пигмент. При этом красочка в свежие отверстия, которые мы наделали, еще проникает и аккуратненько заполняет, выравнивает цветом. Так, и конечно же, я это все убираю под пленочку. Все, верхняя губа у нас расслабляется. Мы работаем с нижней губой. Здесь цвет у нас тоже проявился, мы можем заметить. Вообще выглядит практически законченный. Здесь у нас также очень хорошо проявился цвет, опять-таки из-за вторичной анестезии. Вообще практически законченной выглядит вся губа, несмотря на то, что мы с того прохода ее вообще не трогали. То есть опять-таки повторяем все те же самые движения. Здесь мы уже работаем в основном вдоль контура. Вдоль контура я работаю параллельным штрихом. Когда кусочек прокрашиваю, я немножечко меняю направление штриха на диагональное и прохожу еще диагональным штрихом. Прошу обратить внимание, то, что диагональ не должна быть прям под 45 градусов, то есть не делайте сетку какую-то, иначе вы так начинаете распахивать и повреждать кожу. Ваша разница в углах наклона штрихов должна быть буквально 2-3 градуса.
Что ж, работа наша готова. Сейчас я предлагаю лишнюю краснинку просто убрать вот таким карандашиком. High Brow Glow. И просто вдоль контура мы убираем, маскируем наши пятнышки, которые возникают естественным путем, чтобы они нам не портили впечатление от фотографии, выделили губки, так вот аккуратненько все маскируем. Ну а если вы досмотрели до этого момента, то хочу сказать вам большое спасибо. Если у вас остались вопросы, а я уверен, что они остались, задавайте их в комментарии. Мы постараемся обязательно ответить на все. До новых встреч, друзья!